Здравствуйте, друзья! В 17 году я навесил дверь в своей лесной избе, которую строю в глухом безлюдном лесу в северных Карельских скалах, и настало время рассказать про ее изготовление подробнее. Конструкция двери на подпятниках вполне традиционная, но несмотря на то, что на своем основном канале я стараюсь публиковать видео с оригинальной идеей, эта дверь мне показалась достойной основного канала. Небольшое пояснение про мой проект избушки для тех, кто впервые на моем канале. С 2014 года в свой летний отпуск я обустраиваю стоянку в глухом северном лесу, где нет дорог, людей. Летом на севере белые ночи, и за такой отпуск можно многое успеть. И за 5 лет я кое-что успел. Изготовил массивную огненную лесную мебель из стволов упавших деревьев. Расчистил и запрудил ручей, даже организовал в запруде деревянный трап из осиновой развилки. Для защиты от осадков собрал гибрид тента, стола и кровати из жердей и петленты из пластиковой бутылки. Для организации сезонного склада деревянных поделок и заготовок к ним построил купол из прутьев рябины, черемухи и стрейч-пленки. Расчистил от ветровала территорию и построил из него избу. Деревья попадали гигантские, поэтому сруб из таких нерационально больших бревен. Бревна положены во хлоп и скреплены нагелями. Кровля представляет собой обрешетку из массивных плах, гидроизоляции и натурального утеплителя из дерна. И, конечно, было сделано много такого, что не попало в кадр. Хотя в кадр попало многое, и ссылки на эти проекты я оставлю в описании к видео. Но вернемся к саге про дверь на подпятниках. Еще в 2015 году, при изготовлении первого венца, я подготовил отверстие под подпятник. И второе отверстие в притолоке я просверлил уже в 2016 году. Для установки двери все готово. Осталось сделать саму дверь. Значит, нужны доски. Первые доски я выпилил еще в 2015 году. Вы их могли видеть в моем видео про простейшую пилораму из бензопилы, двух досок и саморезов. Но длина шины мне тогда не позволила сделать широкие плахи. Я хочу сделать дверь из двух огромных плах. Ибо если сделать дверь из 3 плах, то площадь сопряжения будет в 3 раза больше, и как следствие работы будет минимум в 3 раза больше. А значит, мне нужны более широкие плахи. Для решения этой задачи я купил более мощную пилу с удлиненной шиной. Изготовил лесные тиски и занялся переточкой цепи с 30 на 10 градусов. Это важно, ибо производители цепных пил рекомендуют пилить бревна вдоль цепью с углом атаки от 5 до 10 градусов. Кроме того, я заранее изготовил для новой более мощной пилы приспособление по типу Лингасоль или Аляска Милли. Но при пробном распиле бревна на доске я понял, что этим устройством плахи нужной ширины я не выпилю. Даже при попытке распустить на доске бревно 30 см в диаметре, пила МС-260 с задачей просто не справилась. Раз с насадкой на бензопилу работу не сделать, значит насадку долой. Сказано, сделано. Пора в путь-дорогу. Но чтобы было проще нести инструменты, припасы, камеры и штативы, я загодя изготовил почти традиционную понягу из сосновой клепки, прута черемухи и все той же петленты из пластиковой бутылки. Пользуясь случаем, еще раз рекомендую обзавестись такой понягой. Очень удобно. И еще в прошлом году я приметил в полукилометре от стоянки 6-метровый пень вековой сосны. Значит, нам туда дорога. Собрал инструмент в свою понягу и пошел искать заветный пенек. Уронить вертикально стоящий пенек – это не валка деревьев, с этим без труда справлюсь даже я. В том месте, где ураган переломил вековую сосну и у корня, древесина, конечно, подгнила, но остальная часть пня довольно сухая и древесина очень и очень плотная. Пенек я ронял по всем правилам. Сперва с той стороны, куда решил ронять ствол, выпилил клин,
а затем с противоположной стороны, но выше на 100 мм по стволу, сделал запил почти до середины ствола. Но ронял пенек, забивая в этот пропил клин. Это один из самых распространенных и безопасных способов свалить непроблемное дерево. А деревья с асимметричной кроной, наклонные или напряженные деревья валить сложнее. Пенек я уронил на заранее подготовленные лаги. Подготовить их заранее было важно, ибо бревно хоть и сухое, но тяжелое, и приподнять его целиком у меня точно не получилось. В моей избе 2 дверных проема, а значит надо заготовить материала на 2 двери. Поэтому я выкроил из этого пенька 2 чурбака на доске длиной в дверь с приличным припуском. Много не мало, а укоротить всегда проще, чем надставить. Пока я подготавливал площадку и размечал на пеньке пропилы, несколько раз припускал дождик, и я защищал от влаги древесину пергамином. Меня сильно удивила новая пила, которая до этого пилила хуже 180-го штиля, а теперь и вовсе начала глохнуть. Но дело сделать надо, поэтому я закрепил своей самодельной большой скобой чурбак на лагах и начал пилить те самые недревесные лесные ресурсы, про которые внесены изменения в статью 32-33 Лесного кодекса и которые все почему-то называют хворостом. На тему разрешения сбора хвороста много спекуляций и дезинформации, и, возможно, я еще напишу про эту статью или сниму видео. Древесина сухостойной северной сосны имеет собственное название – кело. И должен признать, что такая древесина по заслугам высоко ценится. Во-первых, древесина северной сосны сама по себе очень плотная и твердая. К тому же древесина кело высохла, набрала твердость и сбросила внутреннее напряжение за долгие годы и в естественных условиях смены летнего зноя и зимней стужи. Бревна и плахи из кело не лопаются при досыхании, дают минимальную усадку и при обработке маслом светятся приятным медовым цветом. Ядро у кело очень твердое и всегда светлое, но заметно темнее живой древесины, а заболонь имеет серый пигмент. Этот характерный цвет придал древесине заболони грибок, который жил в ней, пока древесина окончательно не высохла. Многие имеют предубеждение против древесины, окрашенной таким грибком. Однако практика показала, что кроме декоративного эффекта, погибший грибок на дерево кело никакого воздействия не оказывает. Многим, в том числе мне, даже нравится полосатый узор на доске кело. Сразу видно, что доска седая, древняя, и дерево за свою жизнь повидало многое. Кстати, вся смола в древесине кело кристаллизовалась, потому инструмент при ее обработке приходится точить чаще. Несмотря на все трудности с пилой МС-260, задачей я все же справился. Пилить носком пилы маховыми движениями намного продуктивнее, чем при помощи насадки. Это подтверждает тот факт, что на распил узкой доски при помощи насадки на шину у меня ушло 3 полных бензобака, а на распил одной широкой плахи носком пилы своим методом я потратил в 2 раза меньше горючего и в 3 раза меньше времени. Но тема распила бензопилой бревна на доске слишком обширна, и, видимо, на эту тему придется смонтировать отдельное видео со всеми приемами и секретами этого интересного занятия. Последний слэп допилен, можно визуально проверить его геометрию, и если заготовка пройдет отдел контроля качества, приступать к переносу плах ближе к избушке. Мне кажется, что геометрия плоскости и шероховатость в допуске, значит можно положить на плечо перчатку, сверху водрузить плаху и отправляться в путь. Как вы догадываетесь, по пути я радовался, что древесина кело сухая и значит сравнительно легкая. Парадокс. Древесина легкая, а плаха тяжелая. Еще меня согревала мысль о том, что мне здорово повезло. Пенек оказался практически на тропе, которую я проложил в прошлые годы, и мне не надо лезть через скалы и продираться через чащу. Эта большая удача в дороге поднимала мне настроение и придавала сил. Если первую доску я нес на плече, то остальные я нес, положив их на дужку своей поняги.
Это очень удобно. Вес длинной доски равномерно распределен на плечи, и нести такой сложный груз даже по пересеченной местности очень удобно. Поняга меня в очередной раз порадовала. Второй чурбак я планировал распустить на доски для второй двери позже, но этим планом было не суждено сбыться. Утром бензопила больше не завелась. Посмотрите на ее ЦПГ. В сервисе мне заявили, что я залил в пилу неправильный бензин. Но объяснить, почему на этом же бензине исправно параллельно проработала моя 180-я пила, в сервисе мне не смогли. Сейчас на пиле МС-260 сгорела вторая ЦПГ. И я делаю вывод, что дело здесь точно не в бензине. Возможно, дело в том, что пила произведена в Бразилии. Но расстраиваться времени нет, надо делать верстак и даже целую лесную мастерскую. Верстак я сделал из вывернутого с корнем дерева. Если помните, я выпил из него горбыль и две доски и получил устойчивую горизонтальную плоскость. Замечательный верстак. Над верстаком натянул тент, который мне подарила Оля, и получил замечательную всепогодную лесную мастерскую. При изготовлении двери на подпятниках первым делом я выпилил сами подпятники. Это рациональное решение, так я избавлюсь от припусков и дальше не буду ворочать по лесной мастерской лишний вес на и без того тяжелых плахах. Для этого я разместил на доске контуры двери и сам подпятник. Разметка заняла у меня много времени, ошибиться я себе позволить не мог, ибо запасной плахи у меня нет и без рабочей пилы взять ее негде. Сделал строго по разметке несколько пропилов и отколол по волокнам все лишнее. Конечно, подправил контуры подпятника стамеской. Плаха с подпятниками стало заметно легче. На доске два подпятника, поэтому эту процедуру пришлось повторить дважды. Со второй доской все просто. На ней подпятник не требуется, значит можно отпилить эту доску сразу в размер высоты двери, но с учетом порога и притвора, который я сделал еще 2 года назад. В 2017 году я с собой взял в лес рубанок. Столярным рубанком его назвать нельзя, но для плотницких работ он вполне пригоден. Чтобы выровнять пласть, потребовался бы ручной фуганок, но он очень громоздкий и тяжелый, поэтому в этот раз я его с собой не взял. Мне кажется, что для лесной избы сойдет доска, обработанная даже шархебелем. Обратите внимание, доска сосны кило вполне сухая. Доску естественной влажности так просто не отстругаешь рубанком. Строгание рубанком, мне кажется, самое столярное из всех столярных работ. Теперь можно у прямоугольного в сечении подпятника закруглить грани и придать ему форму цилиндра. А поможет мне в этом разметка и все та же ножовка и стамеска с молотком. Обратите внимание, подпятники у меня диаметром 52 мм, а доска не менее 80 мм. И для того, чтобы в закрытую дверь не сквозило, и при этом дверь открывалась как можно шире, подпятники надо сместить вплотную к внутренней грани двери. И, конечно, важно расположить оба подпятника симметрично. Подпятники подготовлены, можно приступать к организации соединения двух плах. Я решил скрепить две плахи традиционным способом, на две поперечины. А для пущей надежности поперечные я решил врезать в тело плах в ласточкин хвост. Легко сказать, да не быстро сделать. Для этого надо выпилить и прострогать две поперечины с геометрией равнобедренной трапеции в сечении и выбрать целых 4 паза в 2 досках с таким же сечением. В 2018 году я выковал себе большую плотницкую стамеску. Она весит больше килограмма, ширина режущей кромки у нее больше 60 сантиметров и длиной она больше полуметра. Возможно, вы ее видели в моем инстаграм или на лайв-канале. Так вот, этой стамеской я выбрал бы паз под ласточкин хвост в 3 раза быстрее, и поверхность была бы обработана чище. Но в 2017 году мне пришлось обходиться узенькой столярной стамеской. Обратите внимание, косые стороны трапеции у ласточкиного хвоста я формировал не стамеской, а сразу пилой. Для этого запилы я делал не вертикально под 90 градусов к поверхности доски, а под острым углом. Такой пропил обычно делают обушковой пилой,
Но, как показала практика, и обычной пилой такой паз выбрать несложно. Если вы прислушаетесь, то услышите, как стучат капли дождя по тенту. На дворе дождь, а у меня в мастерской сухо и уютно. Можно приступить к первичной подгонке паза к поперечине. Я использовал метод притирки, а маяками мне служили пятна уголька от костра. Таким способом можно добиться максимально плотного соединения. Надо только методично загонять в паз поперечину все глубже и глубже и срезать с поверхности паза пятна уголька. Это довольно кропотливая, отчасти медитативная работа, требующая приличной заточки инструмента. Что характерно, эту работу делать было не обязательно. Настолько плотная посадка поперечины при скреплении досок уличной двери не обязательно. Однако охота пуще неволи, и коли мне такое занятие по душе, то почему бы не сделать все так, чтобы потом не пришлось переделывать. Тем более на улице идет дождь, который мне мешает заниматься другими делами. Когда стамеска мне наскучила, я взял в руки рубанок и придал одной из граней плахи с подпятниками цилиндрическую форму. Это необходимо, чтобы дверь плотно, без щелей, стала на свое посадочное место в закрытом состоянии и при этом свободно поворачивалась вокруг своей оси. Это ответственный момент. Если сострогать лишнее, то будет щель, а если оставить углы и выступы, то дверь не будет закрываться. Дождик закончился, можно примерить готовую створку в дверном проеме. Значит, пора нести заготовку двери к избушке. По субъективным ощущениям, плахи за время обработки потеряли половину своего веса. По крайней мере, нести их стало вдвое легче. Примерял я створку несколько раз и подгонял, подтачивал, подпиливал притвор и створку много раз. Но это была приятная работа. Я раньше не видел вживую двери на подпятниках, и мне самому было любопытно, что получится. Даже промежуточный результат меня здорово радовал. Каждый раз, снимая и устанавливая створку на место, мне нравились и примерка, и сама конструкция все больше и больше. В массивной двери на подпятниках чувствуется надежность и основательность. Когда видишь дверь на подпятниках, сразу понимаешь, что в избе живут люди тверезые, а не какие-нибудь шалопутные. Для того, чтобы полноценно примерить створку с петлей на подпятниках, надо приподнять притолоку. А ведь на притолоке у меня лежит охлопень и вся крыша. А крыша у меня очень и очень тяжелая. Решетка из распиленных пополам бревен плюс термоизоляция из мокрого дерна превращают эту задачу в такелажную работу. Как вы уже поняли, эту такелажную задачу я решил при помощи набора клиньев. Клинья нужны прочные, потому я выточил их из самых смолистых сучков, которые только смог найти. Чем прочнее и тверже клин, тем больше вес, которым им можно поднять. Но я вас наверняка уже утомил своими комментариями, потому предлагаю посмотреть промежуточную примерку в тишине.
Скажу честно, меня такая маленькая створка порадовала. Я даже подумал, почему бы не сделать вторую дверь из 2 створок, как в салоне из вестернов. Друзья, хочу дать небольшие пояснения, почему в избе 2 двери и почему двери открываются наружу. Действительно, в местности, где за ночь может насыпать метр снега, двери часто делают так, чтобы они открывались внутрь. Иначе есть риск, что дверь засыпет снегом и она не откроется изнутри. А быть запертым в своем доме до весны никто не хочет. Но у меня дверь открывается наружу. Как думаете, почему? Небольшая подсказка. По правилам пожарной безопасности двери всегда должны открываться наружу. Но я руководствовался другими соображениями. 2 двери в этой избе, потому что эти двери запланированы как выходы на балконы. Одна дверь на южный балкон, а вторая на северный. Просто я приподниму избу и положу снизу еще 6 венцов. И тогда нынешняя изба будет мансардой. Конечно же, это шутка. Или нет? Что ж, теперь можно приступить к сборке двери. Другими словами, к соединению 2 плах в единую конструкцию. У конструкции не должно быть никаких щелей, а значит потребуется организовать шпунтовое соединение. Именно для этих целей я взял с собой шпунтубель. При помощи этого инструмента можно легко и быстро выбрать аккуратные продольные пазы в торцах 2 досок. Шпунтубель я держу в руках первый раз, и работать мне им очень понравилось, даже больше, чем рубанком. В выбранный паз надо забить ламели. В данном случае это такие плоские шканты. Ламели я изготовил из самодельного гонта. Можно сказать, что гонт – это выколотая из полена тоненькая дощечка. Тонкий гонт – это дранка. С крепежом гонта на моем импровизированном верстаке из бревна я намучился. Когда я планировал еще зимой эту операцию, то представлял себе ее иначе. Но на месте я начал испытывать трудности. Гонт тоненький, и упереть его в доску не получается. А в саморез или гвоздь упирать я его не хочу, так как в таком случае обязательно испорчу скобель. А скобель мне жалко. На то, чтобы его отковать, у меня ушло слишком много сил и времени, чтобы так рисковать. Прижим при помощи стяжки с харповиком меня совсем не устроил. И я твердо решил, что на следующий год соберу это столярное приспособление под названием Shaving Horse. Его русское название мне неведомо, поэтому я его называю конь педальный. Если вы знаете более подходящее название, напишите, пожалуйста, его в комментариях. Если мой конь педальный вас заинтересовал, то я смонтирую про него отдельное видео. Скажу только, что в 2017 году мне этого коня очень недоставало. Но вернемся к двери на подпятниках. Изготовить нужное количество ламелей оказалось сложнее и дольше, чем я думал. Так вот, обработав гонт скобелем и напилив его на ламели, я подготовил все элементы конструкции двери к сборке. Осталось только все собрать воедино. Надо забить в пазы из-под шпунтубеля ламели, а в паз в ласточкин хвост поперечины. По большому счету это момент истины. Если я где-то ошибся, то либо поперечины перекосит в пазах, либо не совпадут пазы и ламели, и сплотить доски не получится. И тогда все придется переделать заново. Пилить бревно на доске, выпилить подпятники и дальше по списку. Но мне повезло, все пазы оказались на своих местах, и дверь удалось сплотить без щелей. Осталось закрепить поперечины на деревянные шканты, сострогать рубанком следы от недостаточно чистых рук и инструмента, и, конечно, подровнять дверь по высоте. Сруб вместе с сезонными изменениями влажности дышит и может еще сесть. Поэтому надо сверху и снизу двери оставить небольшую щель, так называемый деформационный зазор. Дальше осталось повторить уже известные действия. Приподнять притолоку, вставить подпятники в пазы и опустить притолоку на место. Все, дверь установлена, и никакой медведь внутрь ее не выдавит.
Да и круглое окно у меня тоже медведоустойчивое. Мне кажется, что все эти действия уже не требуют пояснений, потому я замолкаю и оставляю вас наедине со звуками дикой природы и работающего инструмента. С вами был адвокат Егоров. Спасибо, что делитесь моим видео с друзьями. И пусть хорошие люди смотрят хорошие видео.